Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, в котором мы посмотрим планы на вас, а также возможные действия, мысли, чувства и переживания, отношения загаданного человека к вам. Настраивайтесь на своего партнера, на мужчину, на женщину. Настраивайтесь на ситуацию, на свою ситуацию и попробуйте получить необходимые подсказки высших сил, советы и инсайты от Таро. Напоминаю, что это общий расклад, поэтому старайтесь приблизить к своим обстоятельствам то, что вы видите на карте, и то, что я читаю с потока. Итак, ситуация, что происходит у вас? Тройка чаш. Ну, тут два варианта. Либо у вас треугольник, либо у вас дело идет к объединению, к свадьбе. Прям готовитесь к венчанию, к свадьбе. Ну, или все хорошо. То есть, смотрите, тут сразу непонятно. Как минимум, карта очень хорошая. Но надежды, как минимум, на лучшее могут быть. Или были уже. Да, они ближе к прошлому, но они есть. Дальше давайте смотреть. Ну, как минимум, туз монет говорит о том, что, ну, как минимум, либо вы надеетесь на то, что все будет хорошо, не теряете, как говорится, оптимизму, да? А с другой стороны, нужно как бы прилагать некие усилия, да, туз монет, то есть это уже как бы мотив, да, то есть нужно вкладываться в эти отношения. Ну и пятерка мечей. Пятерка мечей фиговая карта, как минимум у вас в прошлом было очень хорошо. А сейчас вы чувствуете, то ли вас предали, то ли предают, то ли вы не доверяете, то ли вам нужно вложить в эти отношения столько, что непонятно, что вы обретете и что вы потеряете. Да? Центральная карта пятерка мечей. Ну окей, здесь может быть предательство одного из партнеров, потому что треугольник появился, но тогда для вас это внезапно. Да, и была такая ситуация, что вы прям вкладывались, а тут вам как... Ну, как говорится, как нож в спину там или вообще во все, как говорится, места, куда можно встремить, да, стремыты. Вот, ну, давайте смотреть дальше. Что еще тут? Ой, да тут капец. Десятка вообще мечей. Тут гробик с протыками. Тут, знаете, как у меня такое ощущение, что у вас было все хорошо, а потом как будто бы от вас решили избавиться вообще. Здесь вот форма, да, вот тройка и туз, это форма. А вот здесь вот 15 дьявол, и оно такое, прям решили избавиться. У вас чуть ли не там на руках носили, да, или вы готовы были носить, или боготворить этого человека, а тут просто дьяволище такое какое-то произошло. Я вам так скажу, что в ближайшее будущее, если вы смотрите, то для вас десятка мечей, это, ну, как эти отношения, вы даже не знаете, как восстановить из того, что есть, из того, что было. Как будто бы, ну, действительно, вас так сильно ранили, что ничего хорошего пока не предвидится. Но давайте посмотрим. А за десяткой мечей, да, ну, как бы это конец. А что там за десяткой мечей? А вдруг там... Ну, давайте посмотрим, что там вдруг может быть. Туз жезлов. Знаете, у меня почему-то пока что поток идет, что это новый партнер. Но мы посмотрим. То есть, такое, вот тут то, что я вижу. Ни одного старшего аркана, куча тузов. Тузы, они больше у вас идут. Это о ваших импульсах внутренних. То есть вы как будто бы души не чаяли в партнере. Он вас предал. Или, ладно, пусть не предал, пусть. Такое тоже может быть. Это здесь просто может быть еще карта такая, что нужно инвестировать или вкладывать в эти отношения намного больше, чем вы потянете. То есть вот эта десятка мечей, это вы просто, знаете, как сомневаетесь в себе, а потянете ли вы. Тут еще может быть такое, что партнер соблазняет, вот, и вы соблазняетесь и вкладываете в эти отношения, будучи соблазненным или соблазненной. Понимаете, да? То есть, и как бы вон этот соблазн, он постоянно подогревается, да, поэтому или предательство, или подогретый соблазн, или подогретый интерес. Вот давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек, именно думает.
Давайте посмотрим, что он думает по поводу объединения именно. Что он думает по поводу объединения. Ну, он не против с вами объединиться для того, чтобы достичь цели или завершить какое-то начатое мероприятие. Ну, это как минимум оно в прошлом. Ну, это больше прошлое, это настоящее, это будущее. Он так хотел, как минимум, да. Ничего в этом плохого нету. И на тот момент, когда он хотел, ничего плохого в этом и не было. Окей. Как он видит ваш ресурс сейчас? Вот в чем он сейчас заинтересован в вас? Ну, во-первых, он может настроен быть к вам не очень дружелюбно. Все-таки тут такое, мечей очень много. Но и он заинтересован, чтобы контролировать то, чем вы располагаете. Там здоровье, ресурсы, деньги, возможности. То есть он бы хотел бы, чтобы вы ему подчинялись, ну, как минимум для того, чтобы достичь цели. Кстати, здесь вот эта карта 14 дает. 14, а здесь 4. А 14 плюс 4 18. Ну, вот если математически сложить эти две карты, это Луна. То есть у него такой не очень светлый контроль у вас. То есть он может там подглядывать, подслушивать, мониторить, контролировать, даже вплоть до шантажировать может вас. Да? Окей, давайте смотреть дальше. И здесь следующая карта. В чем суть предательства может быть или есть от этого человека, или в чем суть вот этих мега затрат, которые, ну, победа любой ценой, да, вот в чем суть этой победы любой ценой. Посмотрите, здесь мужчине во что бы то ни стало нужно завершить эти, ну, то, к чему он добивается. То есть ему нужно получить максимум от женщины. Суть женщины здесь наказать мужчину или где-то нагнуть мужчину. Именно вот наказать, нагнуть, отыграться, доказать. Вот здесь вот суть женщины, да, суть вот этого, это месть. И причем даже вот как бы любой ценой почему-то у меня вот десятка жезлов, все-таки она любой ценой идет, да. Ну окей, давайте смотреть дальше. Что уже закончится совсем скоро, да, вот. Что скоро уже закончится. Десятка мечей. Или что должно закончиться. Тут карма, кстати. Должна борьба закончиться у вас скоро. Противостояние. Но, смотрите, на примирение с этим человеком идти вряд ли нужно, исходя из вот этих карт. Опять-таки, ни одного старшего аркана нету. Все, ситуация пока развивается. И пока, знаете, как, если дело движется к завершению, то чтобы еще завершить это, то, что у вас началось, нужно еще хорошо побороться, еще хорошо вложиться, да, в конечном итоге. То есть без потерь из этих отношений выйти будет очень тяжело. Особенно если мужчина там такой мстительный. Ну и женщина тут тоже может быть мстительная, да. Особенно если мужчина целеустремленный, а женщина мстительная. Вот услышьте вот этот момент. Кто бы не слушал, да. Еще раз, выйти из этих отношений очень тяжело, особенно если мужчина целеустремленный, женщина мстительная. И все это похоже, опять смотрите, здесь 15, дьявол, да, смотрите, здесь 15, дьявол, очень круто выпадает. Ну, здесь 17, звезда на отдаление идет тут. Видите, дьявол так и дьявол эдак, да. И по вертикали дьявол, и тут по горизонтали. Еще бы тут десятка была, вообще бы было бы, да, тригон дьявола. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, какие шансы есть здесь, ну или на что есть шансы, или что дает взамен противостоянию, или как вы можете быть вознаграждены. А потом пересмотрим мысли, чувства, действия, планы. Блин, тут видите, смотрите, как жестко все. Дьявол, прямо вот он, красавчик. Ну, давайте так скажем. Какие шансы? С дьяволом вы точно встретитесь. Дьявол часто это цель конечная, да, то есть у каждого здесь своя цель в этих отношениях. Хорошее ли это что-то? Ну, дьявол, честно говорю, она как цель хорошая карта, а вот как что-то хорошее, оно не хорошее, к сожалению, да.
Какой шанс? Ну, шанс только преодолеть дьявол и дьявольскую какую-то ситуацию, дьявольскую судьбу. Вот 15 дьявол. Ну, давайте так скажем, даже шанс на то, что вы там выживете, останетесь здоровы, целы. То есть тут очень тяжелый расклад, к сожалению. Давайте посмотрим. Не всегда ванильные расклады выпадают, да. Часто расклады требуют проходить какие-то критические ситуации, чтобы психика была подготовлена, да, и она имеет уже некий такой, ну, как я говорю, антидот, да, к реальности, более суровой реальности, да. Давайте смотреть. Значит, смотрите, с дьяволом вы точно встречаетесь, да, шанс. И, ну, тут так, или вы будете, у вас есть шанс или укрепить союз с дьяволом, укрепить его, да, или преодолеть силы дьявола. Все. Ну, то есть, соответственно, либо вы отягощаете этот Сатурн, да, свою судьбу еще сильнее, да, либо боретесь с дьяволом и побеждаете, да, вот, перемагаете, да. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек, его мысли о вас вот прямо сейчас. Давайте чуть-чуть вот так вот поправим, чтобы влезло у нас больше арканов. Ай. Ну, рыцарь кубков. Ну, он думает, что вы ему не враг. Ну, ваш партнер думает, что вы ему не враг. Но мужчина здесь думает, смотрите, именно мужчина, что он оседлал и контролирует женщину. Имейте в виду, особенно он как бы чувствует, что он ее покорил. Вот мужчина чувствует, что он покорил именно женщину. Смотрите, тройка, четверка, да, жезлов, тройка это союз, да, как бы четверка это завершил, да, а вот это вот контроль, покорил чувство, да, пленил чувство, давайте вот даже вот так, или чувствами как бы вы вместе, да, вот, ну, допустим, что вы не можете там без него, да, что вы как-то привязаны, что вы даже зависите от него, понимаете, дьявол это же зависимость. Вот. А что он замышляет такого коварного? Вот король мечей это же какой-то коварный замысел все равно. Что он замышляет? Внутри себя, да, туз. Что он замышляет внутри себя по отношению к вам? Замышляет именно. Водолей это замысл, это чувство больше, да? О чувствах. Что он замышляет? Ну, во-первых, он может замышлять проникновение, слияние с вами, но это уже там союз какой-то, контракт, или сделать так, чтобы вы были как пламенные близнецы, то есть зависели друг от друга. А здесь все-таки пламя. Он может замышлять под видом чего-то светлого, привести вас в что-то темное. Дьявол в конечном итоге здесь все равно. Здесь именно вот тоже один из тех случаев, когда благими намерениями выслана дорога именно в ад. Поэтому он может там предложить вам ребенка, к примеру, да. Ну, она, слышите, да, тут может объединить активы, слияние там бизнесов, да, или там продать там что-то для того, чтобы продать что-то ваше для того, чтобы купить что-то общее. Вот такое вот идет. Поэтому, ну, он задумал как бы под хорошим каким-то предлогом, под ярко хорошим, под очень хорошим, предложить что-то очень выгодное ему. Хорошо, давайте посмотрим, ну в чем суть дьявола вот этого вот. Суть дьявола, да, именно суть в его мыслях. Вот почему он так мыслит, да, почему он так мыслит. Ну, здесь только женщина. Почему он так мыслит? 17 звезда, вот она 17 звезда. Почему-то у меня идет как будто бы или прошлое отношения его таким сформировали, или его мама так его сформировала. То есть тут почему он так мыслит? Потому что виновата, условно говоря, ну, причина женщина, все. А мама это или прошлое отношение, тут уже значения не имеет. Может, сестра на него повлияла, или то есть женщина. Давайте так скажем. Вы ему можете очень нравиться. Здесь, ну, если речь в красоте, да, вы считаете там себя там, да, то, ну, он как-то может быть очень-очень к вам с точки зрения вот красоты прильнул, да, вот так. Но
причина его вот такого вот идет, ну, может быть, он просто ищет красивых женщин, да. Сам может быть тоже красавчик, но как бы как дьявол, да, то есть он скрывается за солнцем, да, за блеском солнца скрывается дьявол, но ловит именно красивых женщин. Вот это тоже может быть, имейте в виду. Это может быть банальный сердцеед, который очень умный и расчетливый, да, вот так. То есть здесь как бы может быть ловушка просто вот, да, и изначально он мог и думать, да, вот, опа, красивая, да, блестящая, а сам умный, понимаете. Окей, какие мысли препятствуют ему быть с вами? Вот что ему мешает быть с вами именно в мыслях? А поездка, он думает куда-то уехать, поехать, переехать, мотнуться, да, как говорится, метнуться кабанчиком, да, метнуться кабаном, метеликом, з'їздити метеликом, можно так сказать, да, злетати. Короче, смотрите, что ему мешает вместо в мыслях быть с вами, то есть поехать, переехать, особенно из места пребывания, где он родился. То есть, ну, если, допустим, вы там у него на родине познакомились, да, то он может там с вами свое дело сделать и куда-то уехать. И он это готовит, и он это будет готовить, да, то есть это будущая поездка, это в будущем, будущий переезд. Вот, то есть вокруг переезда это все, да, то есть может быть, да, вы, может быть, не сходитесь в планах, кто-то хочет остаться, а кто-то хочет поехать, что-то поменять, да, вот есть психика готова к переменам поехать, а есть психика не готова, да, то есть у него готово. Ну и в чем суть его дьявола, да, вот в чем суть его дьявольской сущности, да. Ну, смотрите, суть дьявола изменить все равно что-то к лучшему, как минимум для себя-то он будет к лучшему менять все, чтобы, ну, чтобы бы ни происходило, да, для него это будет хорошо. Ну, тут суть это дьявольская игра, и суть что-то продать и поиметь выгоду именно материальную, да. Хоть и небольшую, это не всегда большая, но материально. И изменить свою жизнь именно к лучшему. Да. Это изменение к лучшему всегда. Причем легкое. То есть этот человек, он, может быть, сложных путей не ищет, а ищет вот легкие пути изменения своей жизни к лучшему. Повзаимодействовал, да, и поменял обстановку. Повзаимодействовал и поменял обстановку. Но нет у него такой какой-то стабильности пока что. Ну и причина все-таки в центре больше женщина. Скорее всего, это мама, сестра или предыдущие отношения, да, вот повлияли на это. Окей. Что в чувствах к вам? Давайте быстренько пройдемся по чувствочкам. Что чувствует? Что чувствует? Ну, духовную связь чувствует. И все-таки, знаете, он чувствует, что он вас и чувствами, и интеллектом. По-разному союзы бывают. Бывает вот, доминация, ну, к примеру, у мужчины над женщиной. Мужчина умный, женщина чувственная, да. Бывает наоборот, мужчина чувственный, женщина умная. Бывает и мужчина умный, и женщина... и мужчина чувственный, да, женщина там как-то вот она, но всем, да, то есть бывает просто женщина красивая, а мужчина чувственный и умный, понимаете, да, то есть здесь он считает, что он как бы и умнее, и опытнее, то есть свои, ну, как бы ресурсы он, ну, как бы где-то, может быть, и переоценивает где-то, но он уверен в себе. Да, вот так вот. И он уверен, что он возьмет вас. Вот, там, или был, ну это уж как минимум, ну, прошлую ситуацию мы смотрим. То есть он был уверен в том, что он завладеет вами, да, этот партнер там. Ну и женщина здесь могла взять просто красотой, умом тоже, да. Она была уверена, да, если вы на женщину смотрите. Изначально была уверена. Окей. Дальше давайте посмотрим, какое еще. Но какие светлые чувства к вам есть, да? Давайте хоть светлое что-то посмотрим. Ну, как минимум, есть и были чувства, перспективу видел этот человек. Вас, да, то есть, ну, как минимум, да, на перспективу, на переезд он точно видел, потому что это открытая дорога, это езда, да. То есть он чувствовал, что, я договорился здесь, да. Смотрите, здесь же Иерофант
с чертями сидит, да. Изначально, возможно, даже его мотивы, да, чувственные, они были более светлые, чем мысли, то есть, как ни странно, да. То есть не темные мысли им руководили, а светлые чувства им руководили. То есть было хорошее здесь, как минимум, да. Ну и перспектива тоже здесь как минимум была. Теперь давайте посмотрим, что он чувствует, глядя на вас, когда вы стоите перед ним без, как бы, без покрытия одежды, да, вот какое чувство вы вызываете в нем. Ой, здесь сила, вы очень-очень сексуальная, особенно женщина, ну и если мужчина, да, то есть вы как, давайте я вас так скажу, ну там, ну не Аполлон, но Самсон, раздирающий пасть льву, вы точно, это вы там, где вы разрываете, да. Ну а женщина тут очень сексуальная, то есть, да, тут, видите, все-таки красота в женщине и сексуальность, а в мужчине вот это вот аполлонистость. Слышите, да, или самсонистость, вот как-то так. Ну, как минимум здесь есть выделение вот этих всех феромонов, да, вот и прочих различного рода мурашек в хорошем смысле этого слова, да, то есть вызываете чувство сексуального возбуждения. Окей, неплохо пока еще. Давайте посмотрим, какое чувство заставляет его от вас убегать. Здесь десятка мечей, защита и какая-то, знаете, отстраненность, поездка. Какое чувство его выбивает, да, из колеи ваших сношений. Ну, смотрите, во-первых, брак, союз, семейные узы, окольцованность, ну, правосудие. Во-вторых, это закон. Ну, то есть и закон, и вот все, что связано с законом, да, то есть как минимум может не очень сильно хотеть под венец, но больше всего его все-таки выбивает ум. Все-таки здесь женщина водолей, и он. Тут сошлись два интеллекта. А уровень чувств, он у каждого свой. Здесь водолей, здесь женщина водолей. Как будто бы, знаете, я говорил, помните, пламенные близнецы? Здесь могут быть две воды, два огня, два воздуха. Вот такие параллельные такие, да, схожие стихии. Вот. Но первое закон, второе союз, официальные бумаги, суд, судимость, может быть, даже, да, вот. И смотрите, здесь правосудие, оно, ну, у каждого своя правда. Вот он так считает, и все, вот он упертый, понимаете, семерка, потому что даже вот этот рак, да, рак, стоящий на месте, он тоже упертый. То есть этот человек упертый, вот он сказал, значит, будет так, понимаете. Но ваша позиция, она тоже упертая. То есть вы, ну, условно говоря, там, два баранчика, да, то есть и вы упираетесь, он упирается. Вы же тоже сильны, как партнер-партнерша, да, в своей позиции. Поэтому, ну, может быть, здесь его выбивает вот все делать по букве закона, да, или все делать правильно. Вот есть женщины такие логические, или мужчины тоже вот педантичные, и все вот должно там следовать от А до Я по инструкции, или там поправлено, все должно быть по линеечке выложено, да, и так далее. Там все симметрично, или все там четно, или все нечетно, понимаете. То есть какие-то правила и нормы, которые его выбивают, скорее всего, вот, ну или какой-то устав, или свод законов, которые он может не приемлить. Или вы, наоборот, живете без законов, а он хочет по закону, понимаете, по какому-то своему правилу. Ну и что еще чувствует? Чувствует ли он какие-то изменения в ваших отношениях? Давайте вот так. Что вот это больше отношения, это какой-то огонь, а это динамика какая-то. Да? Вот чувствует ли он изменения? Например, чувствует ли он, что вы поменяли к нему отношения? Вот очень часто, например, женщины или мужчины маскируют свои отношения. Ну, вроде бы было все хорошо, а оно все хреново, а человек продолжает транслировать. Да, он тратит на это силы, тратит какие-то энергию, да, здоровье тратит прежде всего, да, но продолжает это делать, потому что что-то нужно ему, да. Вот он чувствует, что вы как-то поменялись к нему. Да, чувствует. Ну и вы чувствуете, и он чувствует. Туз чаш, я же не скажу, что не чувствует. Да, чувствует. Окей.
Давайте теперь посмотрим, какие у него планы на вас. Да, вот помимо того, что мы уже рассмотрели, вот что планирует загаданный человечек. Что он планирует? Ну, он будет все делать так, чтобы вы его не отпустили. Он будет играть на ваших чувствах, на ваших эмоциях. Если мужчина младше вас, то он будет играть на чувствах матери. А если женщина, ну, она здесь может и на материнских чувствах играть, своих, как бы, да, на сыновьих чувствах. Или на детских чувствах, да, как к отцу. Ну, это реже бывает, но бывает. Все равно оно бывает. Дальше. Давайте еще, то есть отпускать он вас как бы не хочет и будет как бы планирует играть чувствами. Видите, дьявол все-таки будет, видите, и на уровне дьявола тут тоже туз. То есть, ну, как минимум эмоции будет за горизонт, там наплачетесь, ну, как бы наволнуетесь, давайте так скажем. Да? Вот, наволнуетесь вы еще в этих отношениях. Дальше что еще планирует? Значит, смотрите, девятка кубков, он чувствует себя защищенным и в своей тарелке. То есть он будет стараться из этой ситуации извлекать максимум прибыли, своей выгоды, да, чтобы ему было и в кайф, и материально в кайф, да, где-то, и ну, эмоционально, получить материальное, эмоциональное удовольствие, удовлетворение. Это важно для него. Почему? Ну, такой характер, вот. Таким его сделала женщина, да, вот когда-то. Ну, может, он такой родился. Дальше, что он еще чувствует? Планирует, точнее. Он планирует действовать активно, быстро, на опережение. И планирует перехитрить, обыграть умом. То есть вы же не забывайте, что здесь игра интеллектов идет. 2. Смотрите, какая диагональ интеллекта. Водолей, весы. Ну и туз мечей прямо сюда заходит в эту карту, да. Очень интересно. Так, и то есть будет в меру агрессивно действовать, там придет, будет нагибать, да, вот, нагружать, да, давить, булить. Ну и может нагонять еще жути, угрожать может и может причинить даже какой-то физический ущерб. Смотрите, будьте осторожны с этим человеком. А почему? Потому что туз и девятка, десятка, вот она комбинация десятка мечей. Вот у нас этот пасьянс раскладывается как. Хорошо. Ну, в планах у него вот так вот. А как будет действовать, уже мы сейчас посмотрим последние 3 карты. Первое его действие приблизительно, ну, в ближайшее время, что он будет делать. Ну, может предложить помириться, имейте в виду. То есть такое. Так, ладно, не буду нагнетать, сыграю на чувствах. Видите, эта карта, она и сходится. Окей, похоже, да, и вот эта карта тоже. Да, ну да, давай лучше все миром. Второе действие. Дай денег, или помоги им, или покорми. Ну что тут, смотрите, королева монет, она хозяйка этого бара, да. Покорми меня, да, или дай что-то, дай. То есть будет просить на материю, да, то есть помоги, да, сыграть на чувствах. Окей. Ну и третье. Да он вас запутать хочет просто. Запутать и так, чтобы вы не выскочили как можно дольше, потому что эти отношения этому человеку выгодны. Выгодны ли они вам? Давайте проверим теперь. Выгодны ли они вам? А для вас это башня. То есть вам, скорее всего, это невыгодно, либо очень убыточно, но тогда у вас должно быть дофигища здоровья прежде всего. Но это как минимум здоровье. А это фундамент ваш, да? А второе, это очень много ресурсов, денег, ну, давайте скажем, материальной стабильности, уверенности в себе, самодостаточности и где-то, может быть, даже прикопанный чемодан, такой прям, чтобы, ну, вот, и не один прикопанный чемодан. Ну, потому что башня это всегда козерог, и это как бы колоссальный ресурс, который... грандиозный ресурс. То есть вам, ну, по башне, да, это ущербно, очень ущербно и очень рискованно, кстати, имейте в виду. Ну и совет Таро, ну, вам давайте, конечно же. Совет Таро, ну, смотрите, эта карта вообще, она не очень плохая сама по себе, да, она как урегулирование какое-то. Тут нужен здравый компромисс, и 14 это возле дьявола. То есть, по сути, здесь совет Таро: будь осторожна рядом с дьяволом, или будь осторожен рядом с дьяволицей. 14. То есть, дьявол здесь присутствует. Этот дьявол может в любой момент
Ну, причинить боль, страдания, и для того, чтобы эта боль, страдания не была такой сильной, у тебя должна быть такая подушка здоровья и щедрости. Подушка щедрости. Слышите, как родилось, да? Вот вы напишите, что для вас подушка щедрости. Чтобы любая потеря не стала для вас шоком, ударом. То есть вы здесь терять, вот чтобы пройти эти отношения, вам надо научиться терять, не сожалея об этом, как ни парадоксально. Пятерка мечей, она здесь центральная. Вот, и любые, вот мечей очень много, и любые потери и отсечения не должны быть для вас ударами именно по здоровью. Потому что вот тут вот, именно нужно сберечь здоровье. Все остальное здесь не имеет никакого значения, потому что материальный мир без здоровья он не увеличивается, да, то есть не восстанавливается, то есть без вашей энергии. Ну, по сути, здесь вопрос о сохранении вашей энергии. Чем дольше вы ее сохраняете и имеете некий запас, чем... Тут, скорее всего, один из партнеров подвампиривает, да, а другой этот момент как-то пытается стабилизировать и восстанавливать. Поэтому здесь еще могут быть не гипертоксичные отношения, но на ресурсе, на вашем ресурсе, где вам этот ресурс нужно постоянно восстанавливать. Причем восстанавливается он за счет воды. И восстанавливаться вы можете там на море, на реке, на озере, на минеральных водах каких-то. Вот такое вот все идет. И вам водичка, она в пользу. Есть ли смысл держаться за эти отношения? Да, только в том случае, если вы чувствуете, что любые материальные потери вас не волнуют. И вы можете грамотно, вовремя и качественно восстановиться. А так по сути, этот вампирчик, да, условно говоря, ваш партнер, он от вас не отойдет, потому что ему это очень выгодно, и он ресурсом питается, поэтому, будет насыщаться до тех пор, пока не лопнет. Ну, а чтобы он не лопнул, делайте ему правильное кровопускание. Как говорится, хиджаму и кровопускание никто не отменял. Искренне желаю мира вам и искренне желаю вам разобраться и понять, что происходит именно в ваших отношениях, а что происходит именно у вас, можете написать в комментарии. Это и будет частью вашей самотерапії. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе і всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла, нищити сили темряви, і незабаром диявол сконає. Сподіваємось, на зв'язку. Па-па.